Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я решила поговорить с вами, знаете, так вот лично, потому что тема очень серьезная. Дело касается освещения. Как раз сезон, это очень важный вопрос. Мы все выращиваем рассаду, за окном февраль, солнца мало, и тема освещения — это очень актуальная тема. Хочу сегодня с вами поделиться своими наработками, как я досвечиваю рассаду. Потому что думаю, что это важно не только для меня, но и для многих зрителей моего канала, для подписчиков. И некоторые нюансы, о которых я сегодня расскажу, могут сыграть решающую роль при выращивании рассады и цветов вот в такие темные месяцы, в то время года, когда солнца недостаточно и солнечный день довольно короток. Почему решила, скажем так, осветить эту тему? Потому что, когда я начала смотреть видео в YouTube, оказалось, что там совершенный беспорядок, я бы так сказала. Люди рассказывают о всем, о чем угодно, но только не о том, как же все-таки правильно выбрать лампу и какая лампа лучше для выращивания рассады и цветов. Вот об этом мы сейчас поговорим. Многие выращивают рассаду на подоконнике и говорят, что в принципе это их устраивает. Но все дело в том, что если дни темные, если солнца недостаточно, то рассада показывает нам свое фе. Она вытягивается, она становится длинноногой, растения развиваются плохо, и этому есть простое объяснение. Потому что солнечная энергия, которую получает растение, это энергия, которая затем превращается в процессе фотосинтеза в энергию роста. Если этой энергии солнечной недостаточно, значит и растение будет хворать, я бы так сказала. Поэтому тут надо немножко помочь нашим растениям преодолеть этот кризисный период, когда солнечный день довольно короток. И в этом нам поможет искусственное освещение. Что же тут важно? Давайте разберемся, какие лампы сегодня могут нам предложить производители. Ну, в общем, тут особого выбора нет. Есть три так называемые ниши. Первая ниша — это лампы накаливания. Вторая ниша — это люминесцентные лампы. Ну и третья ниша — это современные лампы. Они называются светодиодные или лампы LED. LED-лампы. Лампы накаливания достаточно прожорливые, они берут очень много электрики. И чем мощнее лампа, тем быстрее будет опустошаться ваш кошелек. Лампы люминесцентные, они более экономичные, у них яркость лучше, и срок службы у них длиннее. А вот лампы LED — это новые современные лампы, которые и служат долго, и светят лучше. То есть дают больше света на ту же мощность, если сравнивать их, например, с лампами люминесцентными. Чтобы подробнее разобраться, в чем же тут суть, когда вы подбираете себе лампу для освещения рассады, давайте вникнем немножко в физические термины. И в дальнейшем они вам помогут более подробно разбираться в этой проблеме подбора качественной лампы для освещения рассады и цветов. У физики есть раздел, который изучает освещение. Он называется оптика. Именно термины из оптики помогут вам разобраться, какую же лампу лучше выбрать для рассады. Для освещения используют очень важный термин, он называется световой поток. Вот если вы, например, находитесь в солнечный день на улице, это одно освещение, а если вы находитесь в пасмурный день, это совершенно другое освещение. Явно видно, что солнечный поток в темные дни, пасмурные, намного меньше, чем если бы вы прогуливались в солнечный день. Это первый критерий, которым стоит руководствоваться при выборе лампы, то есть световой поток. Измеряется он в хитрых единицах, люминах. И поскольку у старых ламп накаливания этот критерий практически не использовался, там в основном мы руководствовались мощностью лампы, которая измерялась в ваттах, и она нам совершенно понятна. Лампочка 60 Вт, лампочка 40 Вт, лампочка 100 Вт. И мы знали прекрасно, что лампочка 100 Вт, она светит и
намного сильнее, чем лампочка в 40 или в 60 Вт, то в новых современных лампах этот показатель как бы практически уже не важен. И если вы будете подбирать лампу по мощности, то вы не совсем можете подобрать то, что вам нужно. Надо руководствоваться новым критерием, именно цифрой светового потока. Эта цифра, она обязательно определяется в инструкции к лампе и измеряется в люминах, как я уже сказала. Есть еще один важный термин, который называется освещенность. Это тоже величина из физики, но разобраться в ней просто, потому что освещенность — это тот же световой поток, который считается на единицу площади, то есть на 1 квадратный метр. Все, что вам нужно знать при выборе лампы. Измеряется освещенность в люксах. Кстати, сразу хочу сказать, что для измерения освещенности есть и прибор, который называется люксометр. Он поможет измерить освещенность определенного участка площади, где растут ваши растения, или же определенного участка территории вашей теплицы. Стоят люксметры недорого, примерно хороший люксметр будет в пределах 30 евро. Ну и теперь поговорим о том, какую же лампу подобрать. То есть мы определились с тем, что у нас есть 3 вида ламп: лампы накаливания, люминесцентные лампы и лампы LED или светодиодные. Что касается ламп накаливания, они большей частью греют, чем светят, и достаточно прожорливые. Если рассматриваем люминесцентные лампы, то они более экономные, чем лампы накаливания, но у них есть 2 существенных недостатка. Во-первых, они мерцают. Я думаю, если вы пользовались такими лампами, то вы замечали этот недостаток. Мерцание происходит вследствие разряда внутри лампы, и это, к сожалению, вредит нашим глазам. И еще один недостаток — это то, что люминесцентная лампа изготавливается с применением ртути. И если, не дай бог, вдруг получится так, что лампа будет повреждена, то вы рискуете вдохнуть пары ртути. И к тому же утилизация ламп ртутных или люминесцентных — это довольно хлопотное, трудоемкое дело. Просто так, если лампа испортилась, ее выбросить нельзя. Ее нужно правильно утилизировать, чтобы она не загрязняла ни окружающую среду, и не вредила нашему здоровью. Теперь поговорим о светодиодных лампах. Светодиодные лампы — это современные лампы, они энергоэффективные. Если сравнивать по мощности, то 15-ваттная LED-лампа, она примерно равна 100-ваттной обычной лампочке накаливания. То есть вы представляете, да, какой разбег? Где 15 Вт, а где 100. И за это же надо все платить, это же электрика. Светодиодные лампы достаточно яркие и имеют направленный свет. То есть они не будут освещать, например, как люминесцентная лампа, все помещение, а их световой поток будет направлен на определенную поверхность ограниченной площади. И если вы будете использовать такую лампу, ваши растения будут получать намного больше света, чем если бы вы использовали лампу накаливания или люминесцентную лампу. Еще один важный вопрос, который здесь сразу всплывает, это то, что и лампа накаливания, и люминесцентная лампа, они свет рассеивают. Сам прибор так сделан, что свет распространяется практически на весь объем, в котором этот прибор работает. А вот LED-лампы, они сделаны так, что световой поток имеет направленное действие, что, кстати, нам очень выгодно, потому что все, что излучает лампа, получает ваше растение. Еще один момент важный. Поговорим о свете далекой звезды. Что я имею в виду? Здесь обычный пример. Чем дальше от нас звезда, тем меньше света от нее к нам проникает. Точно так же и с освещением. Чем дальше вы расположите лампу от ваших растений или от поверхности, которую вы освещаете, тем меньше света попадет на растение или же на ту поверхность, которую вы хотели бы осветить. Следующий момент, который я хотела бы осветить, это какого цвета выбрать светильник для выращивания растений и рассады. Я думаю, вы знаете, что сейчас в интернете полно всевозможных таких предложений
фитоламп, ламп инфракрасного цвета, ламп ультрафиолетового цвета. Интернет-магазины просто кишат такими предложениями, и сразу под этим предложением рисуется цена. Это довольно дорогой сегмент ламп, и не каждый садовод или огородник может себе позволить купить такую лампу. Так вот, что я вам хочу сказать. Фитолампы – это новый тренд маркетинговых уловок, которые предлагают производители. Если вы выращиваете рассаду не первый год, если вы занимаетесь выращиванием растений, я думаю, вы знаете, что наши растения, они растут под солнечным светом лучше всего. И солнечный свет имеет полный спектр цветов, то есть там находится вся радуга, от желтого и до фиолетового. Поэтому и искусственное освещение надо подбирать, чтобы оно максимально было приближено к натуральному дневному свету. То есть, если вы подбираете цвет лампы, цвет светильника для выращивания вашей рассады, то лучше всего подойдет светильник, который дает дневной свет. За цвет света, если можно так сказать, отвечает температура света физики. И измеряется она в кельвинах. Чем больше цифра, тем ближе цвет лампы к дневному свету. Вот, например, если вы будете рассматривать упаковку лампочки, где написано 3000 кельвинов, 3200 кельвинов, то это желтый спектр. Если же на упаковке будет написано более 4000 кельвинов, то это будет цвет, близкий к дневному. Лучше всего для маленьких растений подбирать лампу, у которой температура будет в пределах 5-6,5 тысяч кельвинов. Эта цифра указана на упаковке лампочки или светильника, который вы покупаете. Как выбрать светильник для выращивания рассады? Какой размер светильника нужен для того, чтобы вырастить и подсветить вашу рассаду, которую вы выращиваете? Здесь все очень просто. Есть специальные таблицы, которыми пользуются тепличники, в которых указана мощность лампы и площадь освещения, которая соответствует этой мощности. Например, лампа, которая имеет мощность 150 Вт, ее вполне достаточно для освещения площади размером 60 на 60 см. В этом случае ваша рассада не будет страдать от недостатка света. Таблицу я приведу в этом видео отдельно, чтобы вы могли рассмотреть ее более досконально. Но поскольку мы уже определили, что самый выгодный тип светильника для выращивания рассады и самый эффективный это светильник светодиодный, то здесь стоит руководствоваться не только мощностью, а большей частью руководствоваться, какой же световой поток дает та или иная LED-лампа. Вот у меня такая вот светодиодная лампа. Это линейный светильник, который я приобрела для подсветки своей рассады. И этот линейный светильник имеет инструкцию. В этой инструкции указано, что вот этот светильник имеет световой поток 1440 люменов. Такого светильника вполне достаточно, чтобы осветить площадь 60 на 60 сантиметров, и ваша рассада развивалась правильно и хорошо. Если же площадь освещения больше, то очевидно надо пропорционально добавить и количество светильников для этой площади. Каждая полка стеллажа, которую я освещаю, имеет размер 90 на 45 сантиметров. На такую полку мне нужно 2 таких лампы, для того, чтобы мои растения чувствовали себя хорошо. А теперь поговорим о том, как же подсчитать, какую мощность или какой световой поток должны иметь ваши лампы для освещения рассады. Все дело в том, что растению в каждый определенный момент его вегетативного развития нужно определенное количество света. Пока растение маленькое, ему нужно света меньше, но в процессе развития количество света должно увеличиваться, что, собственно говоря, мы видим и в природе. Я думаю, что вы можете сделать по этому поводу выводы. Например, пока растение еще в стадии рассады или начинает свой рост, то, как правило, у нас дни не очень солнечные,
и световой день короче. Но по мере того, как растение приближается к своему периоду цветения, солнечных дней у нас больше, и длительность светового дня тоже больше. Вот, собственно говоря, как растение реагирует на освещенность. То есть, если вы хотите выращивать просто зеленую рассаду, то можно обойтись минимальным количеством света, освещенности, светового потока. А если вы хотите, чтобы ваша рассада расцвела, чтобы завязались бутоны, началась бутонизация и растение начало цветение, здесь надо постараться. Освещенность, световой поток, они должны быть достаточно сильными. Цифры соответствия светового потока требованиям растений я приведу в этом видео отдельно. Ну и наконец поговорим о том, как долго нужно подсвечивать растения. Насколько длительным должен быть сам период досветки. Поскольку и январь, и февраль, и март — это месяцы, которые еще бедны на солнечный свет, и световой день довольно короткий, то период досветки должен составлять не менее 12 часов. А если вы выращиваете растения светлолюбивые, те, которые в природных условиях растут на свету, на солнечных клумбах, если вы выращиваете овощи, они тоже, кстати, светолюбивые, то придется досвечивать и 14, и 16 часов. Только в таком случае вы получите крепкую и здоровую рассаду. Следующий момент. Может ли освещение повредить глаза? К сожалению, может. Ответ тут положительный, потому что яркое освещение повреждает сетчатку глаза, даже если это полный спектр. А если вы будете использовать лампы с узким световым спектром, например, те же инфракрасные или ультрафиолетовые, это еще более опасное освещение. Может болеть голова, может плохо работать мозг, поэтому стоит воздержаться от такого освещения. Используйте лампы с полным спектром, которые приближены к дневному свету. Ну а теперь давайте приступим к сборке нашего светильника для подсветки рассады. У меня линейный светильник, это LED-светильник, то есть светодиодный. Здесь два светодиода, которые крепятся на металлической поверхности. Вот здесь есть контактная группа, синий провод вот это 0, а красный провод это фаза. Для того, чтобы подсоединить этот светильник к электросети, я приобрела вот такой вот 2-метровый провод и через монтажную клеммную коробку или с помощью изоленты я подсоединю этот провод к светильнику. Дальше следующий момент — это вилка, которую я подсоединю к окончанию этого провода. И все, у меня светильник практически готов. Я установлю его на стеллаж для подсветки рассады, и он сможет работать. Кстати, о клеммной коробке, вот она. Сюда подсоединяется, через клеммную коробку подсоединяется провод от лампы, и дальше подсоединяется к проводу. Если вы хотите не заморачиваться с включением и выключением света, там на протяжении этих 12 или 14 часов, когда вы досвечиваете рассаду, вы можете приобрести регулятор, реле, который будет вам включать и выключать свет в определенный период времени. Это тоже достаточно недорогой прибор, он сейчас есть практически у всех продавцов освещения. Его можно заказать и онлайн, и купить, или купить в обычном магазине света и электрических изделий. Теперь хочу поговорить о мифах, которые создали и ютуберы, и те продавцы, которые продают дорогие лампы, фитолампы, фитобоксы. Я думаю, вы замечали, что такие предложения, как правило, имеют высокую ценовую нишу. Они стоят довольно дорого. Их называют профессиональными лампами, их называют лампами, которые больше всего подходят для вашей рассады. Но на самом деле это не так. Это все маркетинговые трюки. Нужно подобрать для рассады световой прибор, который дает максимальный поток света
который не перегревает ваше растение. И посчитать, какой мощности нужна вам лампа, можно, пользуясь таблицами для досветки, которую используют тепличники. Я размещу ее в этом видео. А в конце хочу поделиться мнением, которое я услышала от одного из тепличников с опытом, который при установке освещения перепробовал практически все типы ламп. Он рассказал, что он тестировал и теплый свет, и холодный, и синий, и красный, и фитолампы. И, как оказалось, рассада плохо растет и под фитолампами, потому что недостаточно сильный световой поток, и под инфракрасными лампами, и под ультрафиолетовыми лампами, и под желтыми лампами тоже рассада плохо растет. А все потому, что световой поток просто недостаточен. И он не может заменить солнце, которого не хватает. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела вам рассказать в этом видео. Надеюсь, оно будет для вас полезным, познавательным. Не забудьте подписаться на мой канал и прокомментировать это видео. Пока-пока. Скоро увидимся.